Оноре де Бальзак. Тилузская девица. Владелец Валенна, приятного поместья, замок которого находится неподалеку от городка Тилуз, взял в жены весьма скупую женщину. По причине ли собственных вкусов или неприязни, удовольствия или отвращения, здоровья или недуга, она заставляла своего почтенного супруга воздерживаться от тех радостей, что обычно предусматриваются любым брачным договором. Справедливости ради стоит отметить, что упомянутый господин был человеком нечистоплотным и дурным собой, вечно охотился на диких зверей и навевал не больше веселья, чем комната, полная дыма. Более того, названному охотнику исполнилось уже 60 лет, хотя на эту тему он молчал точно так же, как молчит пеньковая вдова о веревке. Однако природа, которую кривые, хромые, слепые и уродливые так немилосердно бранят на этом свете, совсем ее не уважая, подобно ткачам ткацких ковров, не ведающим, что творят, дарует всем одинаковый аппетит и каждому дает рот для пропитания. Посему всякая тварь находит себе пару, отчего и пошла поговорка: нет столь уродливого горшка, который когда-нибудь не нашел бы своей крышки. И вот господин де Вален повсюду искал хорошенькие маленькие горшочки, чтобы накрыть их крышкой. И нередко, помимо диких зверей, он охотился на зверей домашних. Однако подобная дичь в тех краях была редкостью, а разыскать невинную девушку оказывалось делом весьма затратным. В конце концов, благодаря долгим поисковым трудам и расспросам, господин де Вален узнал, что в Тилузе живет вдова ткача, обладающая настоящим сокровищем в лице 16-летней дочурки. Мать никогда не отпускала ее от своих юбок и с величайшей материнской предусмотрительностью всегда сопровождала ее, даже когда той нужно было отлучиться по естественной нужде. Она укладывала ее спать с собой в одну постель, непрестанно оберегала, поднимала поутру и давала ей такую работу, что вдвоем они зарабатывали около 8 денье в день. В праздничные дни она водила ее в церковь, едва оставляя ей свободу, чтобы перекинуться веселым словом с молодежью. Но пуще всего она строго следила за тем, чтобы никто не распускал руки. Но времена тогда стояли настолько тяжелые, что у вдовы и ее дочери едва хватало хлеба, чтобы не умереть с голоду. А поскольку они ютились у одного из своих бедных родственников, им часто не хватало дров зимой и одежды летом. Они задолжали за жилье такую сумму, которая перепугала бы даже судебных приставов, людей, которых не так-то легко испугать чужими долгами. Словом, пока дочь расцветала и хорошола, мать все больше погружалась в нищету и лезла в долги ради сохранения невинности своей дочери, подобно алхимику, влезающему в долги ради тигля, в который брошено все его достояние. Когда замысел господина де Валенна созрел и был полностью продуман, в один из дождливых дней он будто бы случайно зашел в лачугу двух предильщиц. Чтобы просохнуть, он послал за вязанкой дров в соседнее местечко Плеси. Покуда дрова несли, он присел на табурет между двумя бедными женщинами. В серых сумерках и полумраке хижины он разглядел пленительный лик тилузской девицы. Ее руки были румяными и крепкими, грудь упругой, словно бастион, не подпускающий холод к сердцу, а талия круглой, как молодой дубок. Вся она была свежей, чистой и прелестной, точно первый иней, зеленой и нежной, как апрельская почка. Словом, она походила на все самое прекрасное, что только есть на свете. У нее были глаза кроткого и добродетельного голубого цвета, а взгляд казался еще более стыдливым, чем у самой Девы Марии, ибо она была куда менее искушена и никогда не имела детей. Если бы кто-нибудь сказал ей: «Пойдем, позабавимся любовью», она бы спросила: «Любовью? А что это такое?» До того она была невинна и далека от понимания подобных вещей. Почтенный старый господин ерзал на своем табурете, разглядывая девицу и вытягивая шею, точно обезьяна, пытающаяся достать орехи.
Мать заметила это, но не обронила ни слова, так как боялась господина, которому принадлежала вся округа. Когда вязанку дров бросили в очаг и она ярко вспыхнула, старый охотник молвил старухе: «Эге! Это согревает почти так же хорошо, как и глаза вашей дочери». «Увы, мой господин», — ответила она, — «но нам совершенно нечего готовить на этом огне». «А, это дело поправимое», — возразил он. «Как же так?» «А вот как, любезная женщина, одолжите вашу дочь моей жене, которой как раз нужна хорошая служанка. За это мы будем давать вам по 2 вязанки дров каждый день». «А, мой господин, но что же я стану варить на таком прекрасном огне?» «Как что?» — ответил старый плут. «Хорошую похлебку. В каждый сбор урожая я буду выделять вам по мере зерна». «Ну а где же я буду его хранить, мой господин?» — спросила старуха. «В вашей посуде», — ответил покупатель невинности. «Но у меня нет ни посуды, ни ларя для муки, вообще ничего». «Что ж, я дам вам и посуду, и лар для муки, и кастрюли, и графины, и хорошую кровать с пологом, да и все остальное». «Все это так», — ответила добрая вдова, «да только дождь все это испортит, ведь у меня нет своего дома». «Видите отсюда», — молвил господин, — «дом в Ля-Турбельер, где жил мой бедный охотник Пильгрен, которого разорвал дикий кабан?» «Вижу», — сказала старуха. «Так вот, можете устраиваться там как дома до конца ваших дней». «Ей-богу!» — воскликнула мать, выронив прялку. «Вы говорите это всерьез?» «Абсолютно всерьез». «Ну а что же вы дадите моей дочери?» «Все то, что она сама захочет заработать на моей службе». «Ох, мой господин, да вы шутите». «Нисколько», — сказал он. «Нет, шутите». Клянусь святым Гассиеном, святым Элётером и всеми тысячами миллионов святых, что пребывают на небесах, я клянусь, что... Ох! Что ж, если вы не изволите шутить, то я хотела бы, чтобы эти самые вязанки дров прошли через руки нотариуса. Кровью Христовой и чарами вашей дочери клянусь. Разве я не дворянин? Разве моего слова недостаточно? Ах! Ну, я вовсе не говорю, что этого недостаточно. Но пока я остаюсь бедной предельщицей, я слишком люблю своего ребенка, чтобы покинуть ее. Она сейчас слишком молода и слаба, она сломается на такой службе. Вчера на проповеди викарий сказал, что нам придется отвечать перед Богом за наших детей. «Ну, полно, полно», — молвил господин. «Иди и зови нотариуса». Старый дровосек побежал за писцом, который явился и составил договор. Господин де Вален поставил на нем свой крест, поскольку не умел писать. И когда все было подписано и скреплено печатью, он молвил: «Ну что, старуха, теперь ты больше не отвечаешь перед Богом за добродетель своего ребенка». «Ах, мой господин!» Викарий говорил: «Да разумение, а мое дитя уже вполне разумно». Затем, повернувшись к ней, она добавила: «Марифики, самое дорогое, что у тебя есть, это твоя честь. И там, куда ты идешь, каждый, не считая господина, будет пытаться лишить тебя ее. Но ты сама видишь, чего она стоит. Посему не теряй ее иначе, как по собственной воле и должным образом. А дабы не запятнать свою добродетель перед Богом и людьми беззаконного на то повода, смотри, чтобы твои шансы на замужество не пострадали заранее, иначе ты сбьешься с пути». «Да, милая матушка», — ответила девица. И с тем она покинула бедное жилище своей родственницы и прибыла в замок Вален, чтобы служить госпоже. Та нашла ее весьма прихорошенькой и вполне в своем вкусе.
Когда жители Валенна, Саши, Виллина и других мест узнали, какую высокую цену дали за телусскую девицу добрые хозяйки, осознав, что нет ничего более прибыльного, чем добродетель, принялись выращивать и воспитывать своих дочерей в строгой целомудренности. Впрочем, дело это оказалось столь же рискованным, как разведение шелковичных червей, кои легко погибают. Ведь невинность похожа на мушмулу, она слишком быстро созревает на соломе. Однако в Турене все же находились некоторые девушки, славившиеся ею, которых в монастырях почитали за чистых дев. Впрочем, за них я поручиться не могу, поскольку не проверял их тем способом, что описал Вервель для проверки истинной женской добродетели. Как бы то ни было, Марифике следовало мудрому совету своей матери и знать не хотела нежных просьб, медовых речей и обезьяньих ужимок своего господина, если только они не приправлялись обещанием брака. Когда старый господин пытался ее поцеловать, она выгибала спину, точно кошка при виде собаки, и кричала: «Я все расскажу госпоже». Словом, за полгода он не вернуть себе цену даже одной единственной вязанки. От тяжелой работы Марифики стало только крепче и здоровее. Иногда на ласковые просьбы господина она отвечала: «А когда вы ее у меня отнимете, вы вернете ее мне потом?» В другой же раз она говорила: «Будь я дырявой, как решето, ни одна дырочка не досталась бы вам, до того вы мне кажетесь уродливым». Добрый старик принимал эти деревенские поговорки за цветы невинности и не переставал делать ей знаки, произносить длинные речи, давать сотни клятв и наставлений. Ибо, созерцая пышную грудь девицы и ее округлые бедра, которые при каждом движении так соблазнительно выделялись, а также любуясь другими прелестями, способными разжечь даже святого, этот почтенный муж воспылал к ней страстью. Это была настоящая страсть старика, которая возрастает в геометрической прогрессии, в отличие от страсти молодых людей. Ведь старики любят своей слабостью, которая только растет, а молодые — своей силой, которая убывает. Чтобы не оставить этой упрямой девице никакой зацепки для отказа, старый господин взял в сообщники своего управляющего, которому перевалило за 70 лет. Он внушил ему, что тому следует жениться, дабы согреть свое тело, и что Марифики — как раз та девушка, что ему подходит. Старый управляющий, скопивший 300 фунтов на разного рода услугах по дому, желал лишь спокойной жизни и не хотел больше влезать в подобные дела. Однако добрый господин так упросил его жениться ради собственного удовольствия, заверив, что о жене Тому беспокоиться не придется, что добрый управляющий из чистой угодливости согласился на этот брак. В день свадьбы, лишившись всех своих доводов и не в силах больше отбиваться от своего преследователя, девушка заставила его выделить себе богатое содержание и приданое в качестве платы за ее завоевание. Лишь после этого она дала старому плуту разрешение подмигивать ей так часто, как он сможет, пообещав ему ровно столько объятий, сколько зерен пшеницы он дал ее матери. Впрочем, в его-то годах ему вполне хватило бы и одной мерки. Когда празднества завершились, господин, едва его супруга удалилась к себе, не преминул направиться к той самой светлой, устланной коврами и прихорошенькой комнатке, где он разместил свою девицу, свои деньги, свои вязанки дров, свой дом, свою пшеницу и своего управляющего. Словом, знайте, что при мягком свете очага, полыхавшего в камине, укрывшись под простынями и благоухая той сладкой свежестью, какая и должна быть у молодой девушки, телусская девица показалась ему милейшим созданием на свете, само очарование. И, по правде сказать, он ничуть не пожалел о той высокой цене, которую заплатил за это сокровище. Не в силах сдержать себя и торопясь вкусить первые кусочки этого королевского лакомства, господин обошелся с ней скорее как бывалый мастер, нежели как робкий новичок. А потому от чрезмерной жадности этот счастливец все сделал неловко и, по правде говоря, так ничего и не понял в сладком любовном деле.
Заметив это, добрая девица спустя пару минут молвила своему старому кавалеру: «Мой господин, если вы уж там, как мне кажется, раскачайте-ка посильнее ваши колокола». От этого высказывания, которое разошлось по округе, уже не знаю как, Мари Фики обрела большую известность. И в наших краях до сих пор говорят в насмешку над невестой: «Да, она тилусская девица», желая назвать ее Фрикинеллой. Фрикинеллой называют такую девушку, которую я не пожелал бы вам обнаружить в своих объятиях в первую брачную ночь, если только вы не воспитывались в философии Зенона, призывающей смиряться с чем угодно. А ведь многим людям приходится становиться стоиками в этом забавном положении, которое встречается сплошь и рядом. Ибо природа меняет обличие, но не меняет своей сути, и в Турене, да и в других местах, всегда найдутся славные тилусские девицы. Если же вы спросите меня, в чем состоит и где скрывается мораль этой сказки, я позволю себе ответить сударыням: 100 королевских повестей написаны скорее для того, чтобы научить морали удовольствия, нежели для того, чтобы получать удовольствие от чтения морали. Если же об этом спросит какой-нибудь выживший из ума старый плут, я отвечу ему со всем уважением к его желтым или седым кудрям: Господь пожелал наказать господина де Валенна за попытку купить то сокровище, что создано для дарения.